врачей не хочет, чтобы ортодонтическое лечение проходило быстро, эффективно и предсказуемо. Кто из пациентов не хочет знать, сколько времени продлится лечение? Предсказуемость работы любой ортодонтической аппаратуры, будь то брекет-система или прозрачные капы, зависит от знания биомеханики. Как активировать брекет-систему? Как работает аппарат для расширения? Базовая биомеханика подразумевает понимание понятий сила, момент силы, центр сопротивления и центр ротации. Перейдем к основным понятиям. Итак, первым является сила. Сила представляет собой энергию, которая вызывает движение объекта. Центр сопротивления – это точка объекта, при прохождении силы через которую объект будет перемещаться корпусно, то есть без вращения. Центр сопротивления зуба со средней длиной корня и в здоровом пародонте располагается примерно на расстоянии 10 мм от центра клинической коронки. При направлении силы не через центр сопротивления, а в любой другой точке поверхности зуба, будет происходить его вращение. Таким образом, мы вводим понятие центра вращения. В условиях полости рта зуб ограничен в своих перемещениях пародонтальной связкой. Более того, чаще всего приложение силы и будет происходить так или иначе в пределах клинической коронки. Поэтому такое приложение силы не будет проходить через центр сопротивления и не будет вызывать корпусного перемещения, а будет всегда вызывать ротацию вокруг центра ротации. Что такое момент силы? Имея точку приложения силы на некоем расстоянии от центра сопротивления, мы автоматически получаем так называемый момент силы. Что это? Это величина, равная величине силы, умноженная на расстояние до центра сопротивления. И измеряется эта величина в граммах на миллиметр. Момент сам по себе вызывает всегда только вращение. Направление момента силы будет обусловлено направлением действия силы и положением центра сопротивления относительно точки приложения силы. Направление момента будет показывать направление вращения зуба. Момент пары. Момент пары – это пара сил, действующих параллельно друг другу в противоположных направлениях одинаковой величины на определенном расстоянии друг от друга. Представим себе сильно наклоненный в мезиодистальном направлении зуб с пазом брекета, в который вставлена круглая дуга. При введении такой круглой дуги в паз и подвязывании этой дуги она начинает соприкасаться с пазом в двух точках – верхней и нижней. Таким образом возникают две идентичные, противоположно направленные силы на расстоянии друг от друга, равном ширине паза брекета. Из этого следует, что момент такой пары будет равен величине одной из сил, умноженной на расстояние между точками приложения. Момент пары всегда будет вызывать вращение, как и момент силы. Направление такого вращения будет определяться направлением сил в паре. Что такое соотношение момента к силе? Это соотношение всех моментов, действующих на зуб, к силе, которая перемещает зуб в заданном направлении. Соотношение момента к силе определяет, каким образом будет двигаться зуб. Типов движения зуба есть 4. Это неконтролируемое вращение, контролируемое вращение вокруг корня зуба, это корпусное перемещение или трансляция и вращение вокруг коронки, которое называется перемещением корня. Любой тип движения определяется величиной этого соотношения. Первый тип движения, неконтролируемое вращение, происходит при величинах момента к силе, не превышающих 5 к 1. Контролируемое вращение, вращение вокруг верхушки корня, происходит при значениях, приближающихся к 7 к 1. Если требуется трансляция, то необходимое соотношение должно быть в области 10 к 1. При увеличении соотношения выше 10 к 1 происходит переход к перемещению корня. Это была первая часть базовой биомеханики. В следующих разделах мы перейдем к более детальному изучению действия сил и моментов на зубы, а также разбору биомеханики пружин, элайнеров и других аппаратов.